Здравствуйте, казахстанцы и русскоязычное население постсоветского пространства. Моя фамилия Джумагалиев Руслан Сабирович, я казахстанец, города Атырау. Весь мусульманский мир ожидает прихода имама Махди. Христианский мир – царопомазника, великого гончара или миссионера. А буддизм ожидает калька аватара. А иудеи ожидают Машиах. А индийское племя Хоппи ожидает прихода белого брата. Хотя они все говорили разных времени, это время как раз совпадает на нынешнее наше время. Кто это человек? Сейчас никто толком не знает. Об этом я тоже не знал в свое время. Когда я закончил школу в 1972 году, когда получил аттестат, у меня была тройка по физике. Хотя я физика знал наизусть, 120 параграфов наизусть. Почему на тройку поставил? Мне было обидно. Поэтому я себе дал клятву. Я изучу физику до конца. Докажу преподавателю, что физику знаю хорошо, лучше всех. И мне понадобилось 37 лет, чтобы дойти до конца физики. В 2009 году я пришел в свою школу, начал спрашивать, где преподаватель по ИСИ, который нам преподавал. Тогда мне сказали, что он давно умер. После этого в 2012 году мы отмечали 40-летие окончания нашей школы. Мы собрали 4 класса, около 120 учеников бывших. И тогда я понял, что это преподаватель по физике, он поставил только на двоим четверку, двоим тройка, остальные было четверка, пятерки. Потом я задумался, почему он поставил тройку. Он, по-моему, ожидал, что до конца физики может дойти только это двое. И после этого я видел сон. Во сне я находился в степи, сияло солнце. Вдруг небо открылось какие-то от канализационного, как канализационная это есть, яма, точно такой же размера, крышки. А тут сияло солнце передо мной. Он желтовато-золотистый свет. Я не знал, что делать с этим светом. Я смотрел на этот свет. Вдруг он опять закрылся этого. Потом с 12 года до 17 я перенес 6 болезней. Это было инфаркт, инсульт, рак, опухоль головного мозга, почки и рожевая инфекция. Конечно, первый, когда я поступал в кардиологический центр, мне сказали, что у меня первая коронарная артерия забита полностью 100%, а второй был закрыт на 85%, значит 15% был открыт, третий был открыт. Поэтому кардиолог мне сказал, если в течение 2 месяцев я не сделаю операцию, закроется вторая коронарная артерия, тогда сердце остановится. Я, конечно, не хотел тогда умереть. Тогда сон был на пути становления. У нас центр обслуживания населения. Там не зайдешь, не выйдешь. Столько людей было в это время. Поэтому я искал другие пути избавления от проблем. Я расспрашивал всех кардиологов, что это такое, что там может быть. До этого я, конечно, медицину ничего не делал. Не знал об медицине. Но потом узнал, что Бог мне проверяет, что я дошел до конца физики, науки. Бог теперь заставил меня свои знания применять на деле. Итак, через 3 месяца я почистил свое сердце. И повторно я прошел
коронографию не в самом нашем городе, а в Алмате, Институт кардиологии и внутренних болезней. И тогда сказали мне, первый коронарный артерий, который был закрыт 100%, он был закрыт на 60%, значит 40% было открыто. А второй, третий коронарный артерии они были чистые. После этого еще 6 месяцев продолжал это лечение. И так мне очистил свое сердце от тромбы. После этого я перенес, конечно, опухоль головного мозга. Пришлось оперироваться в Южной Корее. Рак сам вылечил, рак кожи был у меня, почки и рожевые инфекции и так далее. После этого я подумал, сон, причем, зачем, почему приснился сон? Возможно, мне Бог дал знак, что я должен служить людям. Я так подумал и открыл медицинский пункт. Мне удалось вылечить двоих от порок сердца и одного очистить сонные артерии. После этого у меня начались проблемы, большая проблема, которую я потом Бог спрашивал, что я не так делал. После этого я видел сон. Когда я спал, всегда компьютер у меня, ноутбук всегда был включен на автовоспроизведении. И я ночью проснулся. Когда проснулся, я видел, шел передача какая-то. Передача была «Основа мироздания Секлита Стрельника». Это труд меня заинтересовал, а строение Бога никто не знает. Поэтому я начал, интересно стало. И я заказал 5 книг и начал читать. И тогда я прочитал, если у тебя миссия другая, значит тебе нельзя лечить людей, потому что Бог накажет. Потом я подумал, а какая у меня миссия? Я был без понятия, конечно. Потом начал читать все предсказания, начиная Нострадамуса, Нера и так далее. Но так как был я мусульманин, я думал, имам Махди вознесут именно в Мекке. Я после этого 3 раза записывался на хаджи. И 17, 18, 19, 3 года подряд ездил туда. Но никаких оттуда знаков или что-то я ничего не почувствовал. Ничего не было. И в 18 году я опять видел сон. Я шел по одной из главных улиц нашего города. Я шел по правой стороне дороги, а солнце сияло мне с левой стороны. Я когда подошел к этому остановке, я почему отвернулся от солнца и пошел за остановки. Прошел остановку и поднимаю голову, вдруг передо мной мрак, темнота. Я не знал, что это такое. Потом, через некоторое время, это уже опять вижу сон. Не сон, во время намаза я видел видение. Было темно, и я видел большое здание, многоэтажное здание. Кто-то пришел, его большой кувал ударил разрушил это здание. И мне дал белый силикатный кирпич, белый кирпич, потянул. Но так как я не спал, поэтому я знал, что это нет. Поэтому я не потянул свою руку. Но потом, конечно, пожалел, что почему я не потянул. Не взял это. Но после этого, в 2018 году, я как раз занимался историей Казахстана, и вот это календарь 7 небес. Мы с женой уехали в Канаду, потом в США. Дальше вот это исследовать. Там еще знакомые были. И по дороге в Канаду мы услышали, что Назарбаев оставил свой пост президента, стала глава безопасности какой-то.
а президентом стал Токаев. Теперь я не знал, что делать дальше. Кто я такой, я толком не знал. И потом спросил Бог, если я выступлю, а кто мне защитит? Так как я в 2017 году я не видел, а просто знал, что был у нас митинг, посвященный продаже земли иностранцам. И вот этот руководитель этого митинга Макс Бухаев до сих пор был в тюрьме, в заключении. Мне кто будет защищать? Я бы спросил Бога, как Макс Бухаев меня тоже посадит? И тот же день видел сон, конечно. Там я видел большую дорогу, а вдоль дороги там были деревья высотой, наверное, метров 5, как они колы были. И этим показывал, что я защищаю тебя. Но я спросил, но я не знал, как выступить, что делать, что именно мне делать. После этого, в конце 2019 года, опять я видел сон. Шел в степи, темнота была. Вдруг я видел змею, поймал и убил. Потом видел большой овраг, оттуда какие-то свечения. Мне интересно было, почему от оврага идет свечение. Я подошел к оврагу, посмотрел, там видел внизу Кремль. Почему Кремль находится под землей? Да, я думал, что это уже для России точно такая же история. Значит, что-то должно происходить. Через некоторое время Путин Владимир, президент России, он распустил правительство и назначил голосование о изменении Конституции России. Потом, когда Путин распустил и назначил повторный выбор, обнулирование, что ли, я не знаю, как это называется, когда понял, что Путин точно как Назарбаев, он тоже так поступает. Если перед Россией закрывается, значит, световой день, значит, это нехорошо. Потом я начал винить себя. Я сказал Богу, Бог, дай мне шанс еще раз. Я не знал раньше, все время я ездил в Мекке, но я читал, что Мухаммада вознесут только в Мекке. Но я не знал, что надо мне самому выступать, у меня желание должно быть. Потом, после этого у нас в Казахстане начался как карантин в связи с пандемией коронавируса. После карантина начался у нас месяц Рамазан, мы все начали держать пост. Во время поста у нас есть специальный намаз, который называют Тарох, 20-ракатный. Во время поста, когда читал намаз, вдруг мне второе видение пришло. Я находился в комнате, поэтому я думал, это офис. Было темно, ничего не видно было. Вдруг с горизонта начал подниматься солнце. Он начал освещать. Тогда понял, я находился в какое-то здание, я не знаю, очень высотное здание, потому что там дома все были очень маленькие. И тогда понял, что Бог дает мне шанс, второй шанс. Я не знаю, второй или первый. Теперь Потом тогда решил я начал анализировать все. Теперь я начал готовить выступление. Анализировал, готовил выступление. Опять я видел сон. Это было в июне месяц, что я находился на горе, он срезанный, как будто срезанный конус такой был, не конус, может,
пирамида, что ли. Там сияло солнце. Потому что, когда уже я сказал свои намерения, буду выступить, после этого мне начал действительно, солнце сияло полностью. Теперь я хочу просить Бога, если это я не знаю, кто я, может это я, может это не я, если это я действительно тот человек, который весь мир ждет, я прошу Бога дать мне силу, хотя я, конечно, могу лечить человеческие, связано кровообращением или лимфоузлах, я не умею лечить инфекционную болезнь. Дай мне силу и, конечно, знания по лечению людей, спасти человечество от пандемии коронавируса. Я хочу вылечить до одного человека на земле. Поэтому я первое обращаюсь к людям, второе я Богу, мои намерения. Остальные, науки остальных мы решим потом. Если мы не решим сейчас, если мы не спасем человечество, остальное уже делать будет нечего. Я так думаю. Поэтому спасибо за внимание. Дай Бог мне силу. Спасибо.